Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет интересный разговор. Мы поговорим с вами об итальянской школе оперного пения. Нас очень интересует, чему Димаш может поучиться у итальянских импресарио оперного пения. Сегодня мы также поговорим с вами о нашей землячке Марии Мудряк, известной оперной певице, которая к своему возрасту уже имеет колоссальные результаты и высокий статус в известном на весь мир театре Ла Скала, мировом центре оперной культуры. Она родом из Павлодара, ровесница Димаша, 1994 года рождения. Живет и работает в Милане уже несколько лет. Я уверена, что итальянским специалистам театра Ла Скала будет интересен уникальный голос Димаша, казахстанского певца неоклассического жанра, имеющего невероятную популярность во всем мире. Ведь сцена театра прославлена сильнейшими голосами мира, таких как Мария Каллас, Мария Дель Монако, Рената Тебальди, Федор Шаляпин, Елена Образцова и Тамара Синявская, где всегда звучит музыка всех времен и народов великих композиторов Доницетти, Беллини, Верди, Пучини. Театр Ла Скала всегда притягивает молодое поколение певцов классического и неоклассического жанров, чтобы набраться опыта и самим поделиться своими навыками. Обо всем этом мы поговорим с вами. Только не забывайте подписываться и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И еще, на моем другом канале у нас появилось новое, очень интересное видео о ковровом бизнесе в Сан-Франциско. В видео я говорю о создании бизнеса, о личности главы большого семейного бизнеса. Смотрите наше новое видео, оно в ярчайших красках. Ковровые магазины в Америке – это своеобразная выставка ковров со всего мира. Смотрите и наслаждайтесь этим видео. Вы получите не только информацию, а это будет еще и своеобразная арт-терапия для вас. Ссылку я оставлю в описании под видео. Итак, что может удивить итальянских специалистов? Конечно, это голос Димаша. Мужской альт, сопрано и контртенор, безусловно, звучали в этом театре в эпоху традиции пения кастратов, которая возвратилась и совершенствовалась в Италии, появившись там в начале 17 века. И, безусловно, современный феномен Димаша Кудайбергена, который поет в 6 октавах, не оставил бы их равнодушными. Тем более ярчайшая звезда Эрик Курмангалиев, казахский оперный исполнитель, обладал таким же тембром голоса. Но Эрику Курмангалиеву повезло меньше, чем нынешним певцам. Обладая несомненным талантом, ему пришлось упорно доказывать право существования такого голоса. Итальянским специалистам оперного пения было бы интересным, как казахские мужчины поют оперные арии женским голосом. Ведь Эрику Курмангалиеву и Димашу Кудайбергену такой тембр голоса был дан от рождения. Итальянские специалисты задались бы вопросом о большом количестве талантов из Казахстана. Мария Мудряк, ведущая оперная дива Ла Скала, была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая юная оперная певица мира. За спиной Марии Мудряк Миланская государственная консерватория имени Джузеппе Верди. В консерваторию девочка поступила в 14 лет, хотя прием осуществляется с 16 лет. И Мария стала самой юной дипломанткой за 205-летнюю историю консерватории. Диплом, как сама Мария признается, был повышенной сложности, программа эксперименталя. Репертуар Марии Мудряк поражает разнообразием и сложностью. Каждый звук подчеркивает профессионализм Марии. Звонкий тембр имеет в запасе ноты очень высокого диапазона. Мария совместила в себе не только русские и немецкие корни, но и казахские. Ее раскосые черные глаза заставляют итальянцев думать, что она дочь шейха или богатого хана. Мария часто выступает на сцене в казахском национальном костюме и часто шлет поздравления через прессу всем казахстанцам, неизменно желая мира и процветания, дружбы и взаимного уважения людей всех национальностей. И еще итальянских специалистов заинтересовало бы,
Как так получается, что Димаш Кудайберген и Мария Мудряк имеют разные школы музыкального образования, но одну и ту же технику оперного пения? И Димаш, и Мария прекрасно владеют техникой бельканто. Казахстанские артисты прекрасно поют на итальянском языке. Они не просто поют, они понимают значение и смысл текста. Мы отлично сработались с кастом. Я получил от них то, что я хотел. Мария с первой секунды влилась в роль так, как я хотел. И она смогла дать то, что требовалось от нее. Она артист с большой буквы, и я думаю, ей не обязательно было бы жить в Италии. Она бы и так справилась. Я иногда даже плакала, маме говорю, ну почему я такая маленькая, ну давай изменим этот возраст, потому что он мешал. Девушки, женщины расстраиваются, когда им становится больше лет, я наоборот радуюсь каждый мой день рождения, говорю, ура, потому что это время, когда приближаются другие роли, которые я хочу исполнить, и поэтому я тоже думаю, что 27 вообще у меня будет полный расцвет моего голоса. Марии, естественно, не было так легко, так как это не пришло спонтанно, но она училась, и мы много работали вместе над тем, чтобы совершенствоваться все больше и больше. Я предсказываю для Марии великолепное будущее. Я познакомилась с Марией, когда она была очень юной, 12-13 лет. Она уже пела, и когда я слушала ее пение, я всегда была погружена в какую-то магию. Я поняла, что ей было судьбой предназначено петь. На сегодняшний день мы можем сказать о состоявшемся артисте. Она очень многое для этого сделала. Марии всего 25, и как ни крути, приходится думать и о том, как будет звучать ее бельканто, скажем, в 40 лет. Примечательно, что сопрано, как правило, формируется довольно поздно, значительно позже 20 лет. Таким образом, если учесть, что карьера Мудряк началась феноменально рано, в 14 она уже пела ведущие партии, внимание к голосу должно быть усиленным. На уставшей связке то могут возникать узелки, полипы, то есть вплоть до операций на связках. Это ни в коем случае, то есть реабилитация после такой операции это около года должна проходить. И поэтому изучается техника, чтобы твой орган, чтобы голос и организм оставались всегда в хорошем состоянии. Потому что, допустим, даже вот вчера, я пела, у меня действительно состояние было не наилучшее, но техника тогда именно приходит на помощь и выручает. То есть благодаря технике певец может петь до пожилого возраста, когда многие, допустим, с плохой техникой уже в 40 лет не могут петь, потому что они уже износили просто свой организм, свой голос. Я напомню вам, бельканто – это красивое исполнение оперных произведений. Это означает петь, не напрягаясь, на дыхании, так, чтобы зрителю приятно было слушать певца. Эту технику вокала передала Марии ее учитель, маэстро Карло Гайяфа. Время от времени он был учеником Этторе Пагальяни. Тембр голоса Марии Мудряк ее преподаватели сравнивают с тембром голоса Марии Каллас и определяют его как бриллиантовый. Димаш, обучаясь в Актубе, а затем в Казахском национальном университете искусств в Астане, также прекрасно владеет техникой бельканто. Его учитель Марат Айтимов в свое время получил знания от своих казахстанских учителей. Он не был в Италии и никогда не стажировался там. Возможно, некоторые преподаватели в Казахском национальном университете искусств преподавали Димашу мастерство итальянских оперных певцов. Мы не будем отрицать это. Однако нужно подчеркнуть, все же Димаш мастерство оперного пения получает от казахстанских маститых мастеров. Как в свое время Алибек Днишев, получив образование в Казахской консерватории, удивил весь мир своим безукоризненным владением голоса, прекрасным чувством стиля в музыке, отсутствием внешних эффектов и, конечно же, эмоциональной глубиной его пения, которая по сей день удивляет все мировое музыкальное сообщество. Так вот, когда бразильские критики спросили у Алибека Днишева: «У вас итальянская школа?», певец в ответ терпеливо объяснил, что бельканто лежит в основе казахского мелоса. Мы делали об этом передачу, и ссылку мы оставим в описании под видео.
chiedo si può morir, si può morir Что еще можно сказать в дополнение ко всему вышесказанному? Только то, что Димашу обязательно нужно стажироваться в Италии, мировом центре оперного пения. В свое время Марии Мудряк помогло государству обучаться в Италии. Она доказала это своими заслугами на тот момент, будучи еще ребенком. Но все давно уже поменялось. Поменялось отношение к талантам Казахстана. Те люди, которые поддержали Марию, уже давно сменились, и время в целом уже другое. Я думаю, если бы государство оказало поддержку, чтобы Димаш мог стажироваться в театре Ла Скала, то это было бы полезным для Димаша совершенствовать его многогранный талант, его удивительные способности в пении. Вы можете спросить, почему я так много уделяю времени именно итальянской школе оперного мастерства? Если вы помните видео о Муслиме Магомаеве, мы делали параллели между этим превосходным певцом советской эстрады и Димашем. Ссылку мы оставим в описании на это видео. Мы подчеркивали, что оба певца в одном возрасте стали знаменитыми. Это 21 год. И это значит, что оба певца начали свой взлет в одно время. Однако Муслим Магомаев по прошествии какого-то небольшого времени был направлен советским руководством на стажировку в Италию, где он оттачивал свое вокальное мастерство, хотя он был певцом вовсе не оперного жанра, а эстрадного, что является еще одним сходством между Димашем и Муслимом Магомаевым. Такая редкая и великолепная возможность стажироваться в Италии была предоставлена не всем счастливчикам. Люди доказывали, что являются достойными претендентами на такую высочайшую честь стажироваться благодаря своему уникальному, неповторимому таланту. После стажировки в Миланском театре Ла Скала в 1964-1965 годах Муслим Магомаев имел небывалый, грандиозный успех, прежде всего в советском пространстве, в силу того, что Советский Союз был закрытым государством. И он был очень знаменит в странах советского лагеря, в Чехословакии, ГДР, Кубе, Болгарии и других странах, а потом уже и во всем мире. Ну поцелуй меня, кумагу. Считаю, что Димаш – это алмаз, и ему нужно стать бриллиантом. Мы посмотрели в интернете, чем отличается алмаз от бриллианта. Алмаз – это натуральный самоцвет, который формируется в недрах земли, рожденный природой, а бриллиант – драгоценный камень, граненый и шлифованный алмаз. Так вот, стажировка в Италии позволит Димашу стать бриллиантом неоклассического музыкального жанра. Я предлагаю фанатам поддержать Димаша, поехать в Италию и постажироваться в классической школе вокала. Я уже знаю, что сейчас посыпятся вопросы такого характера, зная нрав фанатов Димаша, среди которых есть очень эмоциональные люди. А нужна ли Димашу такая стажировка? Спросите его самого. Конечно, вы никогда не дождетесь ответа от Димаша. Димаш скромный молодой человек. Но я думаю, если мы предложим нашу поддержку, то Димаш с удовольствием воспользуется ею и поблагодарит нас. Напишите, пожалуйста, как вам моя идея. Напишите свои предложения, как организовать эту поездку, кто может взять вопросы организации, в том числе и организацию финансирования, возможно, такой поездки Димаша в знаменитую на весь мир Ла Скала.
еще одну мысль, дорогие друзья, хочу высказать сейчас вам. Димаш настолько эмоционален, и эти эмоции он передает нам, зрителям, через свои песни. Мы видим и слышим эту гамму чувств вместе с героями песен. Уносимся в далекие страны, видим картины войны и мира, искренне просим: судьба, дай мне любовь. Кипящая испанская страсть, нежная чувственность, невероятная итальянская экспрессия, как говорится, на грани возможного. Все это в песнях Димаша. Поэтому у Димаша миллионная армия поклонников, прежде всего в латиноамериканских странах. И все о том, что я сказала, это дар природы, и это качество нужно совершенствовать. Вот сейчас, дорогие друзья, я полностью высказала свое мнение. Вы, пожалуйста, напишите, права я или нет. До свидания. Пока-пока.